Всем привет! Настало время игрищ Валькирия. И Вадимес. В сегодняшнем видео мы решили показать, как спасти всех выживших в Enshrouded. На всех основных ремесленников есть квесты по спасению, поэтому показывать их не имеет смысла, мы же покажем, как спасти всех остальных. Но прежде чем мы начнем, ставь лайк и подписывайся на канал. И первый выживший, за душой которого мы отправимся, будет Фенрик Миус-младший. Найти его можно, что в принципе логично, на его собственной ферме Фенрига, и расположена она в области землеисточников. Ферма находится в 900 метрах от шпиля. Прыгаем и летим с него на северо-запад. Пролетаем пелену и приземляемся на холм. С помощью планера поднимаемся вверх по горе и следуем дальше на нашу отметку. Прыгаем вниз прямо на ферму. Но нам нужна не сама ферма, а пещера неподалеку. Находится она немного восточнее фермы, к ней ведет тропинка. Забегаем в пещеру с факелом, залетаем вглубь и находим останки Фенрига вместе с его душой. Ну а следующий выживший будет Мариана Рид. Ее останки находятся в нижних лугах на церемониальном холме Вука, на юго-востоке от шпиля. Летим с него прямо до цели. И в грязи на холме спасаем ее душу. Далее мы отправляемся на поиски останков Рамона Джонса. Это место находится в разгульном лесу в крепости Пайка, а именно в области ее трущоб. Нужно добраться до главного входа в крепость. У нас там уже стоит алтарь из прошлого видео. От входа бежим направо вдоль крепости. Нам необходимо следовать вот на этот маркер. Добегаем до пролома в стене. И забираемся внутрь. Добегаем до стены крепости и идем по ней. Забираемся на один из зубьев и летим прямо. Заходим в разрушенное строение и спускаемся вниз по лестнице. Поворачиваем налево, бежим вперед, но смотрим на левую сторону, пока не увидим книжный шкаф. Это потайная дверь, открываем ее и внутри небольшого помещения забираем душу Рамона. Следующей спасенной душой будет леди Леклер. Находится она также в разгульном лесу, в месте под названием Woods End. Летим со шпиля на северо-запад. Аккуратно облетаем гору. И приземляемся в лесу. Поднимаемся наверх и бежим не в саму деревню, а в место левее от нее. Забегаем через развалины и заходим во двор. Здесь нам нужно подняться наверх. Затем перепрыгнуть стену. Прорубить ворота и подняться по лестнице наверх. Открываем дверь. В помещении разрубаем паутину и спускаемся по решетке вниз. Идем назад через дверь. И на столе находим останки леди Леклер. Еще одна выжившая Ханна Рид точно так же находится в локации разгульный лес Порти Келвина. Прыгаем со шпиля и летим на юго-восток.
Долетаем до горы и поднимаемся вверх. Летим дальше и приземляемся в форте. Разрушаем забор. Забегаем во внутренний двор и поднимаемся по ступенькам наверх. Сворачиваем направо, бежим вдоль стены. Открываем отмычкой дверь. Поднимаемся наверх и разбиваем топором доски. Теперь нам нужно с помощью двойного прыжка и маленьких выступов в стене забраться наверх. Если у вас нет двойного прыжка, то есть и другой способ это сделать, снаружи строения. На самом верху находим останки и душу Ханны. Следом на очереди тетя Брейлин. Спасти ее душу можно в локации Черная трясина, в храме, который находится у левой границы карты. Летим со шпиля в западном направлении. Приземляемся на гору, аккуратно спускаемся вниз и открываем дверь в храм. Перед входом ловушка, и будьте внимательны. Зайдя в храм, нам нужно подняться на второй этаж. Прыгаем с помощью веревки на центральную платформу и прямо над ней находим душу. Переходим к следующему выжившему, Галину Ягеру. Найти его можно в Нагоре кочевников, в гнездах стервятников. Нам нужно лететь на восток от шпиля. Перелетаем каньон и поднимаемся наверх. Затем разворачиваемся и летим на юго-восток на другую сторону каньона. Добегаем до гнезд. И в верхнем гнезде находим останки Ягера. Душа Рошель Андерсон находится также в Нагорьях кочевников, в месте под названием Ранчо Ветров. Телепортируемся на шпиль и летим на юго-восток. Сразу же начинаем спускаться вниз, чтобы не пролететь раньше. Оказавшись на ранчо, забираемся наверх и взрываем бочки в месте, где слегка виднеется красное свечение. Подбегаем к этому месту и забираем нужную нам душу. А далее, оставаясь на горях кочевников, идем на сбор души Роберта Гибсона. Нам нужно будет добраться до логова Упы в Умбровой лощине. Конечная точка расположена на юге от шпиля, туда мы и держим путь. Сначала нужно будет приземлиться на другой стороне ущелья, на холме. Бежим в сторону точки и перелетаем еще одно ущелье. Бежим вдоль горы до моста. И далее пробегаем мост и забегаем через ворота, стараясь не попасть в ловушки. Поднимаемся по лестнице к области с мини-боссом.
проламываем доски сбоку от решетки, проваливаемся прямо в здание и в углу помещения забираем душу Гибсона. Чтобы спасти Каори Конвей, перемещаемся на шпиль хворостовых пустошей и следуем на точку Ист-Лепис. Летим на север от шпиля. Перелетаем над пеленой. Приземляемся и бежим назад до мощеной тропинки и продвигаемся по ней. Достигнув крепости, оббегаем ее справа. Заходим вовнутрь через пролом в стене. И летим на крышу вот этого здания. Прыгаем вниз и находим останки Каори. Продолжаем спасать выживших в форостовых пустошах. Следующая на очереди Габриэль Фернберн. Найти ее останки можно в привале Сурета. Прыгаем со шпиля и летим на юго-запад. Сворачиваем западнее и летим над Нагорьем. Добегаем до тропинки и следуем по ней. Далее сворачиваем в обратном направлении и продолжаем следовать по тропе. На развилке пробегаем прямо, вне троп. Далее снова попадаем на дорожку и пробегаем развалины. Снова бежим по тропе. Здесь можно подлететь и забраться повыше. Добегаем до края холма и снова летим на планере. Продолжаем двигаться на метку. Дойдя до этого места, разворачиваемся и летим до моста. Проходим мост и достигаем нужной нам локации. Добегаем до местной площади и пробегаем ворота. Далее попадаем в арену мародеров. Выходим в ворота. Здесь нужно аккуратно спрыгнуть на платформу ниже. И прямо на ней находим нужные нам останки. И последний выживший в области хворостовых пустошей Хьюго Вандерхоу. Обнаружить его душу можно в Храме Солнца, ниже Хруста Костей. Летим в южном направлении со шпиля, настолько далеко, насколько хватит выносливости. Пролетаем над скелетом дракона.
и далее бежим до места под названием Хруст Костей. Здесь нам нужно забраться наверх здания. Обегаем крепость и оказываемся с обратной стороны. Далее поднимаемся по скале повыше и летим на большой балкон, где лежат останки Хьюга. Теперь мы переходим к локации Альбаневские вершины, где нам нужно будет спасти Гантера Гейлфорта. Нам необходимо попасть в гарнизон Ветролом. Добраться сюда можно со шпиля Альбаневских вершин, но данный путь очень долгий, и у нас уже здесь есть алтарь. От этого места прыгаем по скалам и бежим вдоль стены крепости. Открываем дверь, которая находится прямо в стене, и внутри забираем душу Гантера. Следующий выживший Антон Годвин находится здесь же, в Альбаневских вершинах, в области аванпоста Грифа, неподалеку от церемониального холма Вука. Прыгаем со шпиля и летим на восток. Пролетаем горный ручей и приземляемся на гору с тропинкой. Бежим прямо по тропинке и перелетаем ущелье. Далее долетаем до крепости и забираемся по ступенькам наверх. Пробегаем через зал с мини-боссом и выходим наружу. Здесь нам нужно будет скарабкаться наверх по разрушенной стене. Внутри крепости пробегаем через калитку и далее поднимаемся вверх по ступенькам. И на одном из этажей находим клетку с Антоном. Ну и последний выживший, который находится в Альбаневских вершинах, Оскар Годвин. Его останки находятся в мраморном карьере недалеко от шпиля. Сперва нам нужно будет достичь вот этой точки. Прыгаем со шпиля в западном направлении. Приземляемся в области карьера и внутри строения спасаем душу Оскара. Вот такое видео у нас получилось. Надеемся, что оно оказалось полезным для вас. И до новых видео. Всем пока-пока. Пока-пока.